That is why these higher scientists, they say that you should not make anything to interfere or to manipulate with this. То есть, таким образом, все древние ученые говорили, что не нужно никаким образом взаимодействовать или манипулировать с этими энергиями. So Kundalini can be understood as Кундалини может быть понято как pure consciousness, чистое сознание, which is full of pure energy. которое преисполнено чистых энергий. Чистое в английском оно не только связано с чистотой, ну, как бы, а еще связано вот с тем, что это вот, знаете, как чистое золото, это очень высокая проба, да, то есть это очень, ну, усиливающее такое вот слово, как бы. So the goal of practicing yoga in its true sense цель практики йоги, которая является, ну, как бы истиной, is to attain this state of awareness. Это достижение подобного состояния сознания. Because we are in the present state of evolution, Потому что мы на данный момент находимся на том этапе эволюции, where our births, our many incarnations are caused на том ступени, когда наша эволюция и наши перерождения, они еще обусловлены because of the chain actions. цепными реакциями. And this chain action is what is called by a term called karma. И то, что и эти цепные реакции, они еще называются карма. So karma means it is the link. When you have a chain, what you call chain is a continuous succession of the links. Да, то есть то, что мы называем цепью, это определенная последовательность колец. И карма это вот эти вот связи. So therefore, all our births and deaths through many incarnations, it goes on. When we are in the present state of evolution, it goes on along with the chains of this karma. То есть те перерождения, которыми мы подвержены на данный момент в связи со своей эволюцией, являются обусловленными кольцами кармы, вот этими цепями, связями кармы. So when we get into the practice of yoga in the true sense, когда мы погружаемся в практику йоги в ее истинном значении, that means in the steps what we have we tried to study this morning. И это является то, о чем мы говорили фактически эти дни и в частности сегодня утром. Then we get into the awareness of this pure consciousness. Когда мы приходим к осознанию, когда мы приходим к осознанности этого чистого сознания. Then we are released from this chain of this karma. И тогда мы получаем освобождение от вот этих вот колец кармы, звеньев кармы. Цепей кармы. Цепей. So when we are released from the chains of this karma, когда мы освобождены от цепей кармы, then our coming into incarnation is not due to bondage. и тогда наш приход в разные перерождения, он не обусловлен нашим ограничением, связыванием. So then also we come into incarnation, but with our free will. Но тогда мы тоже можем идти в следующее перерождение, но уже согласно свободной воле. And with that free will we come into incarnation. With that free will we work for the welfare of all the beings in cooperation with the forces of nature. И в таком случае мы приходим в перерождение для того, чтобы оказывать какое-то влияние. Мы делаем это по своей воле и работаем на этом плане в связи, скоординированно вместе со всеми силами природы. The difference between the person who is being born
with the bondage of this karma, and the person who is coming into incarnation being liberated from this karma is. Разница, которая заключается в том, что один человек приходит в перерождение, связанный цепями кармы, и между другим человеком, который приходит в перерождение по своей воле, освобожденным. You have two words, one is prison, one is jail. В английском есть два слова, оба переводятся как тюрьма. And these two words are, they denote even the same meaning, isn't it? Но у них не одно и то же значение. In Russian, how to translate this is the similar, very similar words. It's similar, but yes. Prison, imprisoned, or put in jail, and the same. Yes. Ну какая разница? What the difference? As it is, there is no difference. But На уровне слов нет никакой разницы. Is it the same? Prisoner and jailer. Ну, заключенный. Prisoner is the person who was sentenced by the judge and by the law, and who was put into jail for punishment. He is called prisoner. То есть тот человек, который был осужден законами и помещен в тюрьму, называется осужденным. And jailer is the one who executes. Because when a person is sentenced by the court to be put in prison, then jailer he takes the responsibility to bring this person into the jail. Тот, кто осуществляет все процедуры, связанные с пребыванием осужденного в тюрьме, называется тюремщик. So a jailer is an officer in charge of the jail. То есть тюремщик это офицер, который работает в структуре тюрьмы. So the prisoner cannot operate his independence because he was sentenced by the court, so he is compulsorily brought into the jail. Осужденный не может в тюрьме вести себя в соответствии и пользоваться независимостью в соответствии с своим желанием, поскольку он был осужден и помещен в такие условия, в которых он не может свободно проявляться. So until the period is completed, he cannot claim that he want. For example, he says, "I want to go out of." He is not allowed to go out. И до конца срока он не имеет права, проявления свободной воли. То есть, например, если он скажет, я вот хочу уйти отсюда, то он не сможет этого сделать. So he is always put within the jail or prison. This prisoner is always placed inside, within. То есть он the постоянно находится в тюрьме. But the jailer, any moment he can go into this, any moment he can come out at his free will. И тюремщик, он может в любой момент, когда по собственной воле захочет, пошел на работу, захочет, не пошел. Because he is appointed as the custodian. He is appointed as a responsible person for the jail. Это осуществляется, это происходит потому, что у него есть ответственность за эту тюрьму. So when the jailer goes into inside this, когда он идет в эту среду, so then that will be to give some food to him or to speak to him. And whatever duties he has to do, for that he goes into this. Да, у него есть ответственность за свои обязанности, и он идет туда, в эту среду, для того, чтобы их осуществить. И он там говорит с заключенным, дает ему еду, каким-то образом, за ним ухаживает. When the jailer, this officer, when he has gone inside, then when you observe, both appear to be inside, because when he is also inside the prison, he is also inside the prison. То есть снаружи, если посмотреть, может показаться, что эти люди оба в одинаковых условиях, потому что они находятся в тюрьме. Как один находится в тюрьме, так и другой находится в тюрьме. But the capacities are different. Но возможности у них разные. He has no independence. He cannot go out.
Заключенный находится в зависимости, он не может выйти. But he is free. He is coming into the prison to execute the work at his free will. А тюремщик, он приходит в тюрьму по собственной воле, для того, чтобы выполнять обязанности, которые он добровольно на себя взял. So for him, there is no regulation. He can come anytime inside, he can go anytime outside. И для тюремщика нет каких-то регулирующих вещей. Он может, строгой регулировки. Он может приходить и уходить. So a person who got his degree of evolution higher and then got out of this chain action of karma, he is like jailer. И тот человек, который в своем развитии как бы продвинулся настолько, что уже был освобожден от цепей взаимосвязей, которые называются карма, он уже приходит как тюремщик. But the other persons who are bound by this and coming again and again into incarnations are like prisoners. А те люди, рождение которых обусловлено вот этими цепями взаимосвязей, и они вынуждены снова и снова рождаться, они подобны осужденным. So the purpose of practice of yoga is by being to get a transformation from the state of prisoner into the state of jailer. Вся практика йоги, она как бы направлена на то, чтобы из ранга осужденных перейти в качество тюремщиков. And also by practice of yoga, when your consciousness is awakened, И точно так же, практикуя йогу, когда ваше сознание пробуждается, that means when your awareness is increased into this consciousness, когда ваша осознанность доходит до вот этого уровня чистого сознания, then you need not wait for such a long time of many hundreds and thousands of incarnations. тогда вам не нужно ждать это огромное время, эти многие сотни и тысячи раз перерождений. It is possible that you can get this transformation in this incarnation itself. Возможно преодолеть это расстояние благодаря собственным усилиям на протяжении одного периода жизни. And that is what you find from the study of the science of yoga as given by Patanjali or Bhagavad Gita like this. Это вы можете найти, подтверждение этого вы можете найти, изучая такие древние писания, как Йога-сутра Патанджали или Бхагавад-гита, например. But again, here also it is our choice. Но здесь, на этом уровне, это опять выбор каждого. That is what this morning I explained to you. The Lord finally told Arjuna that it is your will. If you want to be liberated or if you want to live like this, it is up to you. Это тот пример, который я приводил утром из Бхагавад-гиты, когда Господь объяснил все Арджуне и после этого сказал ему, что теперь у тебя есть свобода выбора. Ты можешь жить согласно тому, как я говорил, или действовать так, как нравится тебе. So if you have a wish to be liberated from this and get transformed, then you will be guided by the master, by the guru. Или, то есть, таким образом, если у вас есть желание освободиться и желание практиковать, то тогда у вас будет наставление от учителя или гуру. And now we further go into the study of this subject. А теперь мы дальше идем в изучение вот этого раздела. So along this Sushumna на протяжении сушумны and the vertebral column, и в проекции позвоночного оси, то есть позвоночника, столба, позвоночного столба. there are 6 centers that are placed along this vertebral column. Существует 6 центров, которые расположены вот здесь, вот в этом позвоночном столбе. So these six centers are 6 centers of energy, that means high power. Это 6 центров энергетических, очень, то есть это означает, что они имеют очень высокую энергию. And they are what are called as chakras. И это центры, которые называются чакрами.
The base, the lowest center of the chakra is called Muladhara. Муладхара или нижний или основной центр, или центр основания. That is called the base center. Так называемый основной центр. This governs the solid state of our body. It governs what? It governs the solid state. Он ответственен за твердое состояние нашего тела. And it corresponds to Prithvi. И он соотносится с таким принципом, как Прутви. This morning I explained you the 5 states of matter. Сегодня утром объяснял просто 5 состояний вещества. So Prithvi is the solid state. То есть Прутви это твердое состояние вещества. So you can call this as the earth. И это можно также называть элементом Земля. For our study and understanding, that is what we are placing. But you don't be confused, because in some of the texts a little bit order, you see this side or that side, don't worry about it. То, что мы сейчас изучаем, очень важно понимать, поэтому если вы видите то, что вы, ну, например, не привыкли видеть, и есть какие-то отличия от того, что описано в текстах, вы не переживайте. Swadhisthana. Свадхистана. It is called the spleen center. Spleen center? Spleen. Yes, it's called the spleen center. Селезеночный центр. It corresponds to the fire. Он соотносится с таким элементом, как огонь. All the mechanism of heat is governed by this center. И все механизмы нагревания, они находятся в подчинении данного центра. And also this is the center where is the operation of what you call the instincts. И тут также находится, этот
центр также руководит теми операциями, которые на обычном языке называются инстинктами. Then you have the Manipura. Следующий центр Манипура. And it's the center of solar plexus. Центр солнечного сплетения. And that corresponds to the liquid state. Он соотносится с жидким состоянием вещества, материи. And also that is the center of emotions. И является центром эмоций. Then you have Anahata. Следующий центр Анахата. It's called heart center. Так называемый сердечный центр. It corresponds to the gaseous state. Соотносится с газообразным состоянием вещества. Ваю, жидкая апас, второй центр качества агни. Первый центр на санскрите прутви, второй центр агни, третий апас, анахата ваю. And then you have the Visuddhi, it is called the throat center. Пятый горловой центр называется вишудха. Akasha. Соотносится с состоянием материи, таким как акаша. The same word here. Ну и соответствующее же слово там. Управляющее качество тоже акаша. So the heart center is the center of affections. Центр действий – это сердечный центр. This is affection, it's like some senses affected, feelings, like feelings. Нет, это центр ощущений. Affectionate, what do you call affection? Love and affection. Центр ощущений. Не, анахата, анахата. Анахата это сердечная. Чувственный центр. Вот это? Love. Любовь и другие чувства. Affection means that. Да, ну чувственный центр, это значит, что там чувства. Спросите, это центр к витальному телу. What is this lady asking about the vital body and the different chakras and the different... Don't get, you first go along with this, you'll get answers. Otherwise, if you confuse yourself, then everything... Он говорит, что вы себя сами запутываете. Because it is a science, we have to go in the correct manner. Говорит, если что-то является наукой, оно должно изучаться последовательным образом. And the corresponding sense is the sense of smell. На каждый центр также существует соответствующий вид ощущений. На Муладхару нижний центр соответствует ощущение запаха. Второй центр Свадхистана восприятие
видение. Третий центр манипура – это ощущение вкуса. Четвертый центр анахата – это слух, осязание. И пятый центр вишудха – это слышание. Слух. Чувство. Ну да. Hearing. Слушание. Sixth one is called Ajna. Шестой центр, или так называемый аджна. Brow center. Межбровный центр. It is below the five. It is above the five states. Он находится вне 5 агрегатных состояний веществ, материи. And all these five senses are governed by mind, so И так как все, mind acts from и так governed by this center. как все воспринимаемые наши чувства, они находятся в управлении ума, это называется еще центром ума. Манас. So the activity of the physical matter, all the activities of the physical matter is governed by Mooladhara. Вся активность материи на физическом плане, она регулируется Муладхарой. So Swadhisthana is the regulator of the temperature for the body. Свадхистана является регулятором температуры тела. So how much should be the temperature and how much it should increase, how much decrease, all these things, they are governed by this center. Все инстинкты, все их увеличения, снижения и также как и температура тела регулируется этим центром. Повышение и снижение. And then the regulation of liquids in all these cells and all these parts of the body, that is completely governed by this Manipura. Регуляция всех жидкостей в каждой клетке и органах нашего тела осуществляется из центра манипура. And all the pulsations of the body, they are governed by Anahata. Все пульсации тела регулируются с уровня анахат. And Visuddhi, the throat center, that is called the gate, the gateway. Горловой центр, также называемый вратами. It is through this center that the vital energies, the vital force that enters into the constitution through Visuddhi. И это врата, через которые витальная сила может входить в структуру человека. Этот центр называется Вишудха. Because it is like an electric circuit that in the akasha around us, in the space around us, the space is full of this vital energy. Точно так же, как в каком-то электромагнитном поле, акаша, пространство, распространяющееся вокруг нас, оно преисполнено, переполнено энергией, наполнено энергией. And the functioning of our vital body, функционирование же нашего витального тела, that is possible because of this vital energy that we receive from the space around into the inner space. становится возможным при получении энергии из окружающего нас пространства в нашу внутреннюю структуру, в наше внутреннее пространство. We have space inside and space outside. Существует внутреннее пространство и внешнее пространство.
So the space outside is neutral space. Пространство вокруг нас это нейтральное пространство. And the space inside is the charged space. А пространство внутри это заряжающееся пространство. And this, from the space outside, this makes an entry, and then it makes circulation in all our constitution, Life force. the life force. Жизненная сила входит в нас через горловой центр, и после этого начинает циркулировать, обеспечивая жизнедеятельность всей нашей структуры. And then makes an exit through the Visuddhi, through the throat center. И после этого она опять выходит через этот же горловой центр. So that is why it is like an electric circuit. Таким образом образуется замкнутая электрическая цепь. So what we call the flow of energy is То, что мы называем circuit, циркуляцией, electricity. то, что мы называем энергетическим потоком, это является электрической цепью. So what we call the physical death is То, что мы называем физической смертью. this inflow of energy through the throat center. When it stops, then it is death for physical body. Это обозначает прекращение поступления энергии через горловой центр. И тогда тело умирает. So the sixth chakra or the Agnya, Шестая чакра или аджна it is governed by the faculty of experience. управляет таким качеством, как опыт. So mind and intelligence, they are governed by this center. Ум и сознание также управляются из этого центра. And it is through this center, Agnya, И именно через этот центр, аджну, it is through this center that the guru or the master contacts his disciple. гуру или учителя контактируют со своими последователями. So the point of contact between the master and disciple is at this level. Точка взаимодействия между учителем и учеником находится на этом уровне. So therefore, Таким образом, the masters are the real gurus. They are never touched by the emotional levels of the disciples. мастера, настоящие учителя или гуру, они никогда не затрагиваются эмоциональными полями, они никогда не работают через эмоциональные поля. Их не затрагивают учеников. Because as long as we are clinging to the form, aspect and instincts and emotions, До тех пор, пока мы цепляемся за внешнюю форму, инстинкты или эмоции, never we can have a contact with the masters. мы никогда не сможем вступить в контакт с учителями. So the masters will wait until through our practice, yogic practice, we cross over these instincts and emotions. То есть учителя, они находятся в ожидании, пока через нашу ведическую практику мы с развитием своего сознания не выйдем на уровень выше, чем наши инстинкты и эмоции. Till that time, even if the masters appear before us in the physical plane, we cannot recognize them as masters. А до тех пор, даже если учитель предъявит нам себя даже на физическом уровне, мы просто не сможем узнать, что это учитель. Because the masters are completely free from glamour. Потому что настоящие учителя, они ничем не выделяются, они не окружены каким-либо социальным гламуром. Свободны от наваждения. Да, они свободны от наваждения.
So they don't need any recognition. They don't need to be recognized as masters. И им абсолютно не нужно, чтобы их узнавали как мастеров. У них нет такой необходимости. So for example, when you read the books of Master Jwalkul, Например, если вы читали книги мастера Джвалкула, in the very first page there is a passage на первых же страницах было послание. in every book. В каждой книге. What he says in that passage? Что там сказано в этом послании? If you cannot accept, If you cannot feel this logical, if you cannot accept, throw it away, he says. Если вы не можете принять этого, если вы этого не понимаете, удержитесь от этого. He does not make any effort that we have to recognize his books. Не надо делать над собой никаких усилий, чтобы понимать эти книги. So masters are always like that. They are there to help the humanity, but they do not allow us to disturb them through our emotions and in all these things. То же самое делают и учителя. Они всегда есть и готовы помогать, но они не позволяют эмоциональным планам людей затрагивать их. So whether we are really in contact with masters or not, we can know by ourselves. There is no need to some other person has to confirm. И то, находимся мы в контакте с учителем или нет, это является нашим внутренним опытом, и это никому не нужно доказывать. So we can cross these instincts and emotions Мы можем превзойти все эти инстинкты и эмоции by practicing yoga in the manner in which it is explained, практикуя йогу тем образом, который был объяснен, and working for the welfare of humanity, for the goodwill in the physical plane. и работая на высшее благо человечества на физическом плане. So we don't need to search for the masters or how we can meet them. All this is not useful. И нет надобности искать мастера на физическом плане, тратить время, потому что все это бесполезно. waste of time. Трата времени. When we keep doing the work in the manner in which they explain, then when it is time, then they will contact. They know how to contact, when to contact. Если мы будем продолжать практику в той манере, в которой это было передано, то нет необходимости никого искать. Когда придет время, они вступят в контакт. Before that, they will not make themselves appear in physical frame before us. До этого момента они не будут в физической форме предъявляться нам. Why is we know why? Знаете почему? Because when a master appears before us in the physical plane, before we cross all these things, therefore then we try to hold the master with all our emotions, we try to possess the master, we try to put all the questions to the master, because when we are not ready to follow, just we want to know, then masters will not appear before us. Потому что знаете, что произойдет в таком случае? И как только мастер физической формы предстанет перед нами, мы сразу же захотим владеть им. Захотим, чтобы он был с нами, чтобы он нас чему-то обучал. Это свидетельствует о том, что мы не готовы следовать ему, а хотим только владеть им. Да. Получать знания или удовлетворять свою потребность. И мы будем таким образом с помощью всех этих инстинктов и эмоций пытаться связать его рядом с собой, привязать. Because they have a great task for humanity. У учителей есть огромная задача перед человечеством. And awakening of Kundalini, it is not we should not do anything for our awakening of Kundalini. И не надо ничего специально делать для пробуждения энергии кундалини. It is the master who will do it when it is required. Это дело учителя, он сделает это тогда, когда необходимо. The whole work of awakening of Kundalini and all these things are far beyond glamour. Вся работа по пробуждению кундалини, она должна находиться как можно дальше от наваждений, от иллюзий. And it's dangerous. Вот. And it's dangerous. It is dangerous also. Да, это очень опасно. When we want to awake our own Kundalini, then it is because we are
we are doing something, for example, like connecting to high tension wires without any insulation. То есть это будет подобно тому, что если у нас возникнет желание активировать кундалини, это опасно, потому что это подобно тому, как если бы мы безо всяких приготовлений захотели взять, подержаться за провода высокого напряжения. For example, when we build a house and when we make all the lights and all the installations, we have to receive the connection only from the transformer. То есть, например, когда мы строим дом, делаем проводку, разводим свет, мы берем запитку для электросистемы только через трансформатор. If somebody wants that, I don't want all this, I want direct connection from the power station, then your house will be burnt away. И если кто-то вдруг захочет сказать, что да, ну зачем мне все эти условности, я хочу запитываться непосредственно от электростанции, у него просто дом сгорит. So therefore, studying the science, this science is not for us to manipulate with these things, but to know and then be aware of this and be working on the physical plane in a proper manner. That is the only thing. Единственный смысл изучения данной науки является единственным смыслом изучения данной науки является не то, чтобы манипулировать знанием о данных центрах, а о том, чтобы быть информированы об этом и осознавать их, продолжая свою работу согласно предписаниям на физическом уровне. So these 6 chakras are the 6 centers. Эти 6 центров, которые называются чакрами, They contain the keyboards of 5 senses. они такие, The keyboard. они содержат клавиатуры для всех наших чувств. So to differentiate between desirable and undesirable, permanent and temporary, all for a differentiation, Различение между временными и постоянными желаниями, for all these purposes there are these keyboards. для всех этих целей в каждом центре есть свои клавиатуры. So there are the keyboards for the sound, for the light, for all this phenomena. Таким образом существует для всех феноменов свои клавиатуры, для звука, света, цвета. The colors, numbers we use because Для we use цвета, all these чисел, things. потому что мы используем все эти феномены. We use the numbers, shapes and all this because of the working of those consciousness in the cosmic plane. Мы используем цифры, формы, цвета благодаря тому, что у нас есть соответствие космическим сознаниям, которые работают на соответствующих уровнях. And we are able to use all those faculties because of these activities, they are controlled, they are governed from these keyboards. И мы можем использовать и пользоваться этими качествами благодаря наличию вот этих клавиатур в соответствующих центрах. And the highest part is what is called Sahasrara. We only know the name. Верхняя часть, которая называется Сахасрара, для которой у нас известно только ее название. Sahasrara means the 1000-petaled lotus. Сахасрара в переводе обозначает тысячелепестковый лотос. There is nothing like a lotus if you see, if you make an X-ray. Если вы сделаете рентген, то никакого лотоса вы там не обнаружите. But it is compared to a lotus because it is multi-dimensional focus. Но он имеет подобие лотосу, поскольку он имеет многоплановую фокусировку. But all this focus Но все эти фокусировки, is completely shadowed when we live in non-yogic life. они абсолютно являются скрытыми, если мы живем не йогической жизнью. That means in Chittavritti, as long as we are in Chittavritti, this focus is completely shadowed. Это значит, не йогическая жизнь, что мы живем вот в этой зацикленности читтаврутти. И до тех пор, пока она не будет преодолена, фокусировка верхних центров останется закрытой.
Because here, this is the place where which gets into contact, conscious contact with all the forces of nature. Потому что это центр, через который осуществляется непосредственный контакт сознания индивидуального со всеми сознаниями сил природы. And that is possible only by the work of Guru, not by us, И by the master. его регулировка, она может осуществляться только учителями или гуру, но никоим образом не нами. Because here, when our consciousness grows aware and reaches the higher stages of this, Потому что пока наше сознание растет и достигает высших уровней осознавания, after reaching the highest state, после достижения высочайшего уровня, it experiences, it gets into the highest experience. Это сознание начинает получать высочайшие качества опыта. And from there, again it descends. И отсюда она опять начинает свое опускание. And it descends because with this pure experience we are purified, and when it descends down, then we work in this mundane plane in a very pure manner. И после того, как достигнут этот уровень, идет опять очищение, опущение, спускание, но уже в другом качестве, через очень очищенное сознание, так как нам нужно проявлять how it's to promote this consciousness on the lower levels. Yes, it works because a person who reaches the highest state of yoga, Человек, который достиг высших состояний йоги, he will not stop his work in the mundane plane. он не перестает осуществлять свою повседневную работу на физическом уровне. He will work in the mundane plane with more efficiency, Он просто более эффективно начинает работать на физическом плане, but with pure motivation, но с истинным намерением, only for the welfare of others. только на высшее благо всех. Nothing. He is no more a personality. У него больше нет персональности, личности. И таким образом происходит опускание, потому что ему нужно работать именно на физическом плане, соответственно, через нижние центры. Но просто в другом качестве. Because during our many births, Дело в том, что на протяжении множества наших перерождений, when we reach the human stage, когда мы достигаем состояния человека, then also for many births we are still bound. тогда все равно на протяжении многих перерождений мы рождаемся In the instincts and emotions. In the level of instincts and emotions. Мы все равно рождаемся и приходим на уровне инстинктов и эмоций. Then we are in a shell, and that shell is what is called individuality. И мы находимся в защитной скорлупе, как птенец, и эта скорлупа называется индивидуальность. При рождении, при любом рождении на физическом плане мы все равно подвержены инстинктам и эмоциями, которые формируют эту скорлупу защитную, которая называется индивидуальность. That means for some births, Это значит, что на протяжении нескольких рождений we live only as an individual, and we only are concerned about our own needs. мы живем просто как индивидуальность и заботимся только о своих нуждах. So a person who lives in this level of in the shell of individuality, Тот человек, который живет в этой защитной скорлупе индивидуальности, for him the purpose of life is only to eat and drink and do and all this. Just для него for what you are living, then they doesn't know the purpose. Для него целью жизни будет удовлетворение своих потребностей в пище, еде. И если такого человека спросить, каков смысл твоей жизни, ответа не будет. And then the nature makes him to evolve in such a manner. After some births, this shell will be broken. И согласно ходу эволюции, естественно или природно, через несколько перерождений эта защитная скорлупа индивидуальности разрушается. And then he starts to realize about others also. И после этого он начинает
realize about other persons. the needs of other persons А он начинает осознавать, что у других людей тоже есть какие-то потребности. and the society and Это относится и к обществу, и ко всем, ну, к любым другим людям. then he comes out of this shell and there is another shell, then he has another shell. И после того, как он выходит из одной скорлупы защитной, у него появляется другая. That is shell of personality. Это скорлупа персональности, личности. То есть скорлупы индивидуальности в скорлупу личности. Ну, это не скорлупа, это защитная оболочка. В принципе. Ну, просто как у яйца. Ну да. Ну, просто, чтобы негативного значения не имело слово. Shell это, ну, как бы защитная оболочка больше. A shell is like the shell of a Yes, chicken, like this inside this only. So it needs further development to come out of this shell. То есть нужно, чтобы прошел какой-то период развития перед тем, как цыпленок вылупится, ну и точно так же, ну, везде в природе. And then after working out with this, then this shell is broken. И после того, как происходит определенный этап работы, эта скорлупа ломается. And then he enters into group consciousness. И человек переходит в групповое сознание. As long as a person is До тех пор, пока человек living in this shell of individuality, живет в этой защитной скорлупе индивидуальности, then the houses of his astrological chart will have their complete influence on that person. Те движущие силы, которые вот как в том примере с лошадью и повозкой, которые двигают его витальное тело астральное, они полностью управляют этим человеком. These are, unless you know this, only if you read astrology, if you read the charts of the people, then it's not proper understanding. Вы сможете достичь полного понимания, только если вы прочитаете много астрологических карт и понаблюдаете за людьми. So when you work out and when you raise above individuality, если вы работаете над собой и вырастаете из индивидуальности, then the houses gradually they lose their influence on this person. Вот эти движущие силы, эти лошади, они теряют свое воздействие на такого человека. And then he enters into personality. In this level, the 12 signs of the zodiac will have their influence totally on this person. The 12 signs of the zodiac. 12 знаков зодиака управляют поведением человека, когда он уже вырос из индивидуальности и находится в личности. So the houses will have no influence. Now for this person, it is only the 12 signs. То есть вот эти вот силы уже не управляют эти лошади, а управляется он знаками зодиака через 2. And when once he crosses this and enters into group consciousness, но в какой-то момент происходит дальнейшее развитие, и сознание переходит уже в групповое. Then the 12 houses also lose their influence on this person. Тогда вот эти вот 12 новых лошадей, 12 знаков зодиака теряют тоже влияние на жизнь данного человека. Then he raises above the influence of the 12 signs of the zodiac. After this level? No. After this level, when he crosses this, then when he enters this level, then he loses he grows above the influence of this zodiac. Ну, то есть он перерастает уже влияние зодиакальное. And then, and when he grows into discipleship, и когда он уже дорастает до ученичества, then it is the sun, because at this level it is the ascendant that influences this person. Потому что до этого уровня асцендент управляет поведением человека. And when he is on the path of discipleship, а когда он находится уже на пути ученичества, then gradually the sun,
through the whole is controlled by the sun. Тогда, соответственно, своему уровню развития он получает непосредственное управление от Солнца. So this, because astrology is also one of the cosmic keys. Дело в том, что, как я уже говорил, астрология это один из космических ключей. So that also explains about our evolution. Она точно так же используется для объяснения нашей эволюции. От солнца, как от солнечного принципа. This means from the sun, it's like from the solar principle. Да, больше. Yes, sun. The position of the sun in our chart. Позиция Солнца в нашей карте астрологической. So not according to the zodiac, but sun acts. It is only the То sun. есть уже не зодиак влияет, а Солнце начинает влиять на жизнь этого человека. She means that the sun is not astrological body, but like a principle through all the. In astrological also, it is the principle that we read when we read the chart. That is, sun means not some entity, but it is that same principle that is working. Он говорит, ну что это как бы является очевидным, что когда работаешь с астрологической картой, то все звездные тела это не являются звездными телами на физическом уровне, это является опосредованным влиянием принципов, которые проявляются во всем сущем, во всем творении. The purpose of why he is living, that purpose changes. То есть смысл жизни данного человека на этом уровне он тоже меняется. Because then he lives not as an individual or for his personality or individuality. He lives and works for the welfare only, and there is no person. Because there is no personality. И это следующее изменение цели жизни заключается в том, что он больше не живет для себя как на индивидуальном уровне или для своей личности, как на уровне личности, а так как личности нет, он живет на высшее благо всех. So all this, Смысл жизни, да. all this transformation in the process of evolution, Все подобные трансформации в процессе эволюции this transformation happens for everybody. происходят с каждым. But by itself, if it has to happen, it takes thousands or more births, many thousands of births. Но если мы сами захотим пройти все этапы эволюции, это займет у нас несколько тысяч перерождений. But when we know this and when we start practicing this yoga, Но когда мы уже знаем об этом и начинаем практиковать йогу, then that transformation is possible even in this birth. That is what they explain. тогда трансформация возможна даже на протяжении одного жизненного периода. So that is the very purpose of the science of yoga. Это как бы главный смысл вообще ведического пути. Такой науки, как йога. So we have made only just an introduction about these sciences. Итак, мы сделали только вот такое вступление во все эти науки. So with this introduction we can choose ourselves we can know more only when, as I told you with the example, we can know more only when we put the known facts into practice. Итак, после того, как мы прошли ознакомление со всеми этими науками, у нас уже достаточно знаний для совершения своего выбора. А дальнейшее ознакомление и познание этих наук, оно осуществляется путем непосредственной практики. Without practicing, it will be only having a book in your library. А без практики это будет подобно тому, что вы книжку в библиотеке себе поставили. Опа, и у всех какая ответственность сразу в глазах. Не у всех. Не знаю, у меня отсюда у многих видно. Что же по глазам? Высоко стоит. Далеко. In the path of discipleship, that means in this path, spiritual path, Путь ученичества, это обозначает, что на этом духовном пути two aspects are there which block us. существует два аспекта, которые могут нас блокировать. One is doubt, Один это сомнение, and other one is curiosity. а другой это Curiosity? это любопытство. Любопытство. Ну, такое вот, любознательность, ну, да, любопытство. Любопытство. Есть еще несколько слов в русском языке.
So very challenging tests in daily life. Рудольф говорит, что это достаточно вызывающая проверка для ежедневной жизни, для нашей повседневной жизни. I'm not curious, I'm not. This lady said so she have to go to an ashram to try this practice. Where? She have to go in ashram and try this Ashram? practice. Where is the ashram? Yes, here. Our ashram is where we are, that is our ashram. This body is our ashram. Наш ашрам это наше тело, ашрам находится там, где мы существуем. You know what Master Jwalpul has clearly explained. Но он очень четко объяснил, ясно. No ashrams are existing on the physical plane. На физическом уровне ашрамов не существует. We can call them ashrams when we say this is ashram, but in the true sense, ashrams are kept on the higher plane, not on the physical plane. Что существуют какие-то постройки, которые мы фактически можем называть ашрамом, но все, что мы бы не назвали, оно не существует, потому что ашрам находится на более высоком плане. To study or to practice, we have to do where we are with the society around us. Для того, чтобы начать практику и изучение, мы должны начинать с того общества, которое нас окружает. This is the field of experience. This is what? The field of experience. Это чувство опыта. Да, поле применения опыта. And also all this practice we have to remember, all this practice is only for our inner development. Therefore, there is no need that the others should know about this. We should not make a publicity, or we should not expect a recognition. All these things are for glamour. И не нужно, да, как бы все вот эти вот науки и все эти практики не направлены на ваш внутренний рост. И абсолютно нет никакой необходимости добиваться признания или рассказывать всем, ну то есть, или показывать своим видом, что вы являетесь практикующим, потому что это все, это просто виды наваждений. For example, заблуждений, например. For example, if I want to make you feel that I am a yogi, that means already I am in chittavritti. I am in the very beginning state. То есть, другими словами, если я начну вас убеждать, что я просветленный йогин, то это значит, что я опять попаду в зависимость. Ну, если я буду это делать для того, чтобы возвыситься над вами, это будет значить, что я опять попал в цепь читтаврити, вот этих обусловленных реакций ума, и я нахожусь на самом низшем уровне. Очень простой, как бы. So, with this we conclude this class about the spiritual anatomy. И этим мы подводим итог нашему вот этому занятию касательно духовной анатомии. Because that is itself another big branch. It is. We only met just peeped into it. Потому что это, ну, как бы огромная отрасль, и мы просто как бы прикасаемся к ней. In Switzerland, the German group in Switzerland, they are every year continuing the study of these two subjects. One is spiritual psychology and spiritual anatomy. Since 1998. Вот я с 99 года веду германские группы в Швейцарии, и они изучают это постоянно, ну, два предмета, духовная анатомия и духовная психология. So it is studying and following, implementing and studying. This is a continuous process. Это очень длительный процесс, и он подразумевает под собой обучение и применение, и как бы, ну, является таким процессом не единовременным. So you can take this here as a very strong aperitif. То есть вы можете использовать эти классы как очень хороший аперитив, перед тем, как нормально покушать. What is the danger of curiosity? You can answer by yourself. Danger of curiosity. Danger of curiosity. It is
It is the same danger what happened to Adam and Eve. To Eve and Adam. Опасность любопытства заключается в том, что было описано на примере Адама и Евы. Because of the curiosity only they have tasted the forbidden fruit. Просто ради любопытства они попробовали запрещенный плод. So we lose the experience. If there is curiosity, we are far from the experience. Если мы находимся в любопытстве, мы далеки от прямого переживания, мы не переживаем. Не воспринимаем чистый опыт. Но Рудольф сказал, что я могу на своем примере объяснить, просто у меня в жизни очень много таких вещей, которыми я интересовался. Разговаривали, ты знаешь уже, что сколько... Какой-то любопытный. Да. Ну, расскажи. Просто я очень много пропустил из жизни из-за своего любопытства. Это основной ответ. Yes, if you are curious, Если вы любопытны, например, then go into yourself and find the motivation. пойдите в себя и найдите мотив, для чего вам это надо. If the motivation is pure, Если ваш мотив чист, it can only be for the common good. то есть направлен на высшее благо всех, If curiosity is mostly for me, а если это любопытство просто ради себя, so it's not pure. оно не чистое. It's very simple. Очень просто. I think it is more difficult to overcome doubt. Doubt. Более сложно понимание сомнений. Более сложно преодолеть сомнения, которые возникают. The Lord says to Arjuna in Bhagavad Gita that doubt, do not entertain doubt because it is the greatest enemy of progress. Yes. И Господь сказал Арджуне в Бхагавад-гите, что не подвергайся сомнениям, потому что это самый страшный враг развития. Сомнение, это получится у меня или нет, да? Сейчас the doubt it means will I reach success or not? Will I reach success or not? This is the doubt. Will I get success or not? Yes. It's a doubt. But this once again the question: what success? Опять он говорит, опять задайте себе вопрос, для чего вам успех? If you want something, then Если вы хотите успеха, то это значит, что уже мотивация. Because we are given by higher forces, we are given all these apparatus. Поскольку нам высшими силами было дано это тело и все его структуры, To work just how they are working. Работать так, как они приспособлены для работы. So what we call success is once again our impression. Еще раз, то, что мы называем успехом, это всего лишь наши впечатления. Наше мнение, impression. Because when we think about success or failure, that means we are clinging to the result of our action. Дело в том, что когда мы думаем над достижением успеха или провалом, мы находимся в зависимости от результатов деятельности. So if your action is result oriented, если ваша деятельность будет ориентирована на then it is результат, not pure. она не будет чистой. That is what the Lord says. You leave the result to the Lord consciousness. You do what you have to do. Поэтому Господь в Бхагавад-гите сказал: оставьте результаты своей деятельности Господу в вашем сознании. Делайте просто то, что вы делаете. no expectation. Без ожиданий.